Сегодня у нас дождливая погода и захотелось чего-то действительно согревающего, такого остренького супчика. Не успела подморозить мясо, как хотела, потому что обед уже на носу и надо торопиться. Хотела подморозить, чтобы легче резалось, но уж как есть. Мы готовим сегодня суп на говядине. 200 грамм говядины нам потребуется. Как вы видите, у меня часть без жира, стейк. И мы нарезаем говядину небольшими кусками, такими, которые будет удобно есть. Как вы видите, они достаточно тонкие, и еще их разрезаю напополам, то есть они недостаточно длинные и в то же время тонкие. Также нам потребуется зеленый лук. У меня зеленый лук 200 грамм, да, много. И еще несколько перьев для того, чтобы тонко нарезать их для топпинга. То есть несколько перьев зеленого лука мы нарезаем тонкими кольцами и будем использовать уже в конце для того, чтобы посыпать сверху. Большую часть зеленого лука мы нарезаем кусками длиной в 5 сантиметров. Также нам потребуется 2 яйца, которые мы разбиваем в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. Если не хотите яйца, пропустите, это не обязательно. Я, кстати, люблю это блюдо без яиц. И мы взбиваем яйца. Делаем это заранее, чтобы потом с этим не возиться. И мы готовим сегодня этот суп только из 2 ингредиентов. Очень простая, быстрая версия за 20 минут. Линк на традиционный рецепт этого супа здесь вверху. Он занимает гораздо больше времени, и там надо повозиться. И вообще в этот суп можно добавить также лапшу из сладкой картошки, фунчозу, ростки папоротника или, например, бобов мунг. То есть все по вашему вкусу и усмотрению. У меня сегодня супер просто, супер быстро. Итак, мы нагреваем кастрюлю и заливаем масло кунжутное и подсолнечное или любое другое растительное масло. В общем, кунжутное масло нам нужно 6 столовых ложек и растительное масло 2 столовые ложки. В нагретое масло мы добавляем зеленый лук, длинно нарезанный. И мы должны жарить этот лук все время, помешивая на сильном огне вот в этом масле, для того, чтобы масло приобрело вкусовые качества этого самого зеленого лука. Когда лук станет наполовину мягким, мы закладываем мясо. Жарим мы это все время, помешивая, пока из мяса не выйдет вся кровь. Проще говоря, пока мясо не поменяет свой цвет. Тогда пришло время закладывать красный молотый перец и чили. 3 столовые ложки мы добавляем. Если у вас корейский перец, я по-любому кладу 3 столовые ложки, потому что мы очень любим острый, но если у вас европейский перец, советую положить 1,5 или 2. Жарим мы это, помешивая, пока масло не впитает в себя перец чили, пока оно им не пропитается. Когда это произошло, то мы заливаем воду в объеме 1 литра. Все пропорции здесь рассчитаны на то, чтобы поело 2 человека или даже 3 человека, в зависимости от того, какие они едоки. В общем, на 2-3 порции. Залив воду, немного пошевелите все, что на дне, потому что что-то могло прилипнуть, чтобы ничего не подгорело. И в этот момент вы можете заложить грибы, вот эти бобовые ростки или все другое, то, что захотите. Я же это все пропускаю и добавляю немного молотого имбиря, совсем чуть-чуть, и молотый чеснок, 1 столовую ложку с половиной. Также, если у вас есть суповой соевый соус, то 3 столовые ложки положите. У меня обычный соевый соус, я добавляю 1 столовую ложку. И все это мы варим на сильном огне. Когда все это закипело, мы пробуем на вкус, то есть как нам это достаточно соленое или нет. И добавляем рыбный соус, 1 столовую ложку, если нет, можно и пропустить, просто добавить немножко побольше соли. И уже на свой вкус вы добавляете соль, столько, сколько считаете нужным. Когда у нас говядина проварилась, попробуйте мясо, проварилось оно или нет, мы заливаем яйца. И после того, как мы их залили, мы их не трогаем, не мешайте ложкой, тогда они сами приобретут очень красивую форму.
И когда яйца готовы, мы выключаем огонь и все подаем к столу, как совершенно обычный суп. Ну, конечно, суп этот острый, и есть его лучше всего с отварным рисом. Или же, например, с вареной картошкой. Но вы найдете свои комбинации. В Корее едят с отварным рисом. Подавая к столу немного черного молотого перца по вкусу, можно пропустить, если не хотите, и зеленый лук, который мы нарезали прежде тонкими кольцами, немного для топпинга. И как это, собственно говоря, едят. Можно вынимать понемножку вот так вот мясо с яйцом, укладывать его на рис и так есть. И затем запивать это бульончиком, таким острым и разогревающим. Или же можно, так сказать, по-простому, как это чаще всего корейцы делают, заложить рис прямо вовнутрь туда, в тарелку, хорошенько это с бульоном перемешать, вообще все перемешать, и так это есть. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита!